Всем привет. Я по вам соскучился. И давайте все-таки большой расклад запишем. Небольшой, минут на 15, потому что дольше вы не смотрите, не выдерживаете моего этого, как его, кряхтения. Итак, давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем. Итак, единички, те, кто интуитивно загадали первый вариант. Что за победа тебя ждет? Ну, знаешь, вот победа твоя — это не какая-то эфемерная фигня какая-то. Это конкретный денежный мешок, который ты сама заработаешь. Речь, конечно же, про твое дело, в которое ты вложила много сил, что уже даже глазки у тебя болят. И вот сейчас оно созрело, как вот этот смородинный крыжовник на солнце. Поэтому жди урожая. И тут не про удачу, нет. Деньги с неба не падут, не упадут. Это не случайность, а про то, вот, что ты реально заслужила. Ты будешь сиять, как солнышко, от вот этого чувства выполненного долга. И заодно получишь, конечно же, финансовую стабильность, о которой ты давно мечтала. И ни в коем случае не сомневайся, потому что это твоя личная победа. Потому что это не случайность, это не звезды сошлись. Тут ты и герой, и режиссер. Главный момент не проспи, когда надо будет руку протянуть и сливки снять, так скажем. Потому что плоды уже висят на ветке, и вот-вот они упадут тебе в руку. Что нужно сделать, чтобы эту победу приблизить? Витать в облаках хватит. Сейчас время работать как бульдозер прям. Никаких скачков через ступеньки, только вот планомерный труд день за днем. Даже если тебе кажется, что там результат не виден, там денег не видно, долби одну точку. Не разбрасывайся, не пытайся все сразу ухватить. И знаешь, еще слушай свою вот эту внутреннюю бабку-гадалку. Потому что та подсказка, которая у тебя в голове неделями крутится, это не бред. Это твой ключик к твоему успеху. Но действовать, конечно, не на эмоциях нужно, а вот как умный человек. То есть просчитывай шаги, проверяй детали, лошадей не гони. И вот твоя дисциплина плюс твоя интуиция, твоя внутренняя бабка-гадалка — это формула, которая вот доведет тебя до финиша без всяких там срывов, как физических, так и эмоциональных. Какой совет? Держись крепче, потому что тебя так тряхнет, что даже зубы зазвенят. Все, что вот шаталось и криво стояло, оно рухнет вот прям в одну секунду. Но это не будет трагедией, нет, это будет шанс выстроить новое. Крепкое и по уму, понимаешь? Поэтому не ной, не цепляйся за эти разваленные руины. Лучше возьми калькулятор или там в телефоне калькулятор открой и с холодной головой оцени, что реально работает, а что уже давно, как говорится, пора на помойку выбросить. И если надо, то режь без вот этих вот сантиментов и вот прочего. Твоя сила, она сейчас в практичности. Поэтому считай каждую копейку, контролируй все процессы и не надейся на вот это авось. Девушка, ты деловая. Ты скажешь: ой, какой там мне 50 лет, какая я девушка. Девушка. Вот и веди себя как директор завода, а не как испуганная школьница. Хаос пройдет.
Хаос пройдет, а система твоя, она останется обязательно. Давайте посмотрим, чего там у двоечек спрятано. Двоечки, ну, знаешь, твоя победа — это не хухры-мухры с неба упавшие, нет. Ты сейчас вот в полной попе из своих же фантазий и барахтаешься. У тебя гора планов, гора идей вот этих, а вдруг, а реальность ты игнорируешь. Но по картам четко показано, что одна из этих иллюзий, она станет настоящим твоим делом. Вот прям конкретный шанс схватить судьбу за хвост. Понимаешь? Это или работа, на которую ты забила, или вот твоя бизнес-идея, которая лежала вот годами у тебя в голове. И самое хорошее, ты не просто мечтать будешь, а реально получишь осязаемый результат. То есть то, что потрогать можно. То есть это там деньги, должность, проект, который все обсуждать будут. Но еще раз повторяюсь, это не лотерейка, это не эфемерная хрень с неба. Понимаешь? Кто ничего не делает, тот ничего не получает. А ты сама все подготовила. Ты даже не осознаешь, что вот эти мелкие шажки, которые тебе казались ерундой, они будут складываться в большой пазл. Просто вот перестань распыляться на 10 зайцев. Выбери одного, поцелуй его, как говорится, в лоб и вложись в него как следует. Страшненько будет, да. Потому что придется отказаться от других вот этих возможностей. То есть из 10 зайцев ты выбрать должна одного, а тебе захочется все 10. И если вот, как сказать, если ты захочешь сразу схватить всех 10, то будешь в кубках своих купаться, просто барахтаться без толку. Что нужно сделать, чтобы приблизить победу? Ну, знаешь, вот смотри, у тебя дом твой, он сейчас как корабль с дырой. Все вот эти твои, ой, деньги на карточке есть, если что, родители помогут, это все херня. Сядь и проверь все. Кредиты, ипотеку, долги твои, долги родни, которая вечно к тебе лезет, подруга тоже. У нее долги собери. И знаешь, не вздумай вкладываться в новое дело, пока дыры не залатаешь в старом. Тут не про экономию, нет, это про фундамент. Параллельно лови еще каждое слово вокруг. Если коллега тебе там пробубнит про сокращение или там клиент намекнет про скидку, то не отмахивайся. Тебе как сканер надо быть сейчас. Каждую бумажечку перечитай 500 тысяч раз. Каждый договор через юриста. Сама свою писюльку никуда не ставь. Понимаешь? И главное сейчас перестань нести вот эту ерунду в переговорах. Чем четче будешь ты формулировать, чего ты хочешь, или там чего ты ждешь, тем меньше потом косяков вылезет. Да, я зануда, я согласен с тобой, но иначе твоя победа, она уплывет к тому, кто вот не поленился и сделал. Понимаешь? Поэтому не профукай. Совет, ну какой совет? Если ты сейчас с головой в работу идешь, то семья тебя сожрет. И вот твоя мама, она уже что-то ворчит. Или мужчина твой, что толком дома не появляешься, и мужик злится у тебя тайком. Так что не врывайся в бой, как жеребец. Собери домашних, четко объясни,
Да, я буду загружена, да, это временно, но зато потом денежки принесу и всем по киндеру куплю, а мужу куплю леща жареного. И не ври про вот это вот пара недель, потом все устаканится. Нет, называй реальные сроки. И самое важное, если тебе предложат сотрудничество, то не вздумай соглашаться из вежливости, потому что подруга, потому что знакомые и так далее. Понимаешь? Либо человек разделяет твои цели на все 146%, либо катится колбаской по малой спаской. Никаких вот этих, ну он же хороший этот человек, а вдруг она мне пригодится, эта подруга. В твоем случае подруг в свой бизнес нельзя, вот ни в коем случае нельзя. Иначе труба. Не пытайся быть удобным. Выбирай то, что тебе греет душу, а не то, что там престижно или одобрят родители и прочее. Если совет вот этот проигнорируешь, то ты, знаешь, вот как в пустом доме окажешься с кубком в одной руке и с хренью в другой руке. Вот такие вот пироги, представляешь? Давай перейдем к третьему варианту. Троечки, троечки. Что за победа тебя ждет? Ну, знаешь, твоя победа — это не про розовые пони, про шампанское, нет. Это как будет, знаешь, вот вытащить зуб застрявший. Больно, зато свободно наконец-то. Ты сейчас в этой мясорубке, где все орут, где все дерутся за каждый кусок, и никто друг друга слушать не хочет. И одновременно ты чувствуешь себя вот брошенный, как говорится, на морозе без пальто. Денег кот наплакал, поддержки ни хера нет. Но вот эта драка и нищета, они тебя закаляют. А победа будет в том, что ты вылезешь из этой ямы с новыми, как говорится, клыками. Ты или спор выиграешь, который все считали безнадежным, типа вот повышение, дело в суде, или выкинешь нахрен тех, кто тебя в эту нищету втянул. Тут одно из двух. Подарок с неба не жди, потому что это твой личный триумф будет над всем бардаком, который ты сама же и остановишь. И знаешь, вот повторяю, только не путай вот эту победу с каким-то там эфемерным везением, потому что тут придется рвать зубами. Но в конце концов ты выйдешь сухой из какашек, понимаешь? Что нужно сделать, чтобы победу приблизить? Хватит ныть и ждать у моря погоды, а что я тебе по картам скажу? Тебе надо включить режим, вот этот есть такой, понты дороже денег. Понимаешь? Вот стань женщиной на белом коне с цветами. Понимаешь? Потому что не жди, что кто-то придет, все решит. Нет, никто ничего не придет, никто ничего не решит, будешь сидеть, ничего не получишь. Сама делаешь первый шаг в отношениях, на работе и даже в скандале. Но не просто лезь на рожон, а тащи за собой новые эмоции, как вот рыцарь на белом коне, понимаешь? Вот рыцарь на белом коне — это будешь ты. Устрой истерику начальнику, признайся в чувствах этому тормозу, на которого ты пялишься и не подходишь, даже боишься. Понимаешь? Или выли душу тому, кто реально помочь может. Суть в том, чтобы свои эмоции превратить в оружие. Не прятать их под ковер, как мусор ты в детстве под ковер заметала.
Открывай новую страницу. Открывай. Начни проект свой какой-то, который вот все считают бредом, и вложись в то, во что ты веришь, понимаешь? Риск, я согласен, но если ты не прыгнешь в эту воду с головой, то так и останешься на этом берегу с пустыми руками, и вон, посмотришь, корыто разбитое лежит рядом. Главное, чувством не дай превратиться в сопли. Действуй прям четко, как рыцарь. Цель видишь и вперед без оглядки, понимаешь? Совет какой? Знаешь, про демократию забудь. Ну, я имею в виду у себя. Вот сейчас время жесткой диктатуры. Твоей собственной. Ты диктатор. Понимаешь? Ты должна быть, как вот раньше был же, батя с ремнем, директор школы, и вот ты должна быть вот этим человеком в одном флаконе. А совет какой? Найди систему и вгони себя в ее рамки. Не можешь, тогда тебя другие вгонят, понимаешь? Правила и эти, как их, дорожки ищи, которые работают. А это закон, устав компании и так далее. Но не для того, чтобы вот слепо следовать им, а чтобы использовать как таран. Понимаешь? Извиняюсь. Вот раньше же разбивали стены вот этим, такой таран был. Вот так вот использовать. Например, если дело в деньгах, то учи налоговый кодекс. Как вот молитву прям. Если дело в отношениях, поставь границы, как вот император, понимаешь? И не стесняйся давить своим авторитетом. Требую начальника соблюдения договора. Напомни мамаш своей про границы личного пространства. Заставь мужика своего играть по твоим правилам. То есть сейчас время диктатуры, и диктатор главный — это ты. Понимаешь? Только вот не уподобляйся вот бюрократу вот в плохом смысле. Твоя задача не бумажки подшивать, а построить империю, где ты, как говорится, на коне главное и всеми рулишь. Понимаешь? Соедини холодный расчет с железной волей. И, конечно, никаких вот этих эфемерных полумер. Или властвуй, или вот, как говорится, сгинешь. И, конечно же, помни, что дед всегда рядом.